Привет, с вами Ольга Патракова, и у нас традиционный вторник, а именно разбор аккаунтов. Что такое разбор аккаунтов? Это значит, что вы скидываете мне заявку на то, чтобы я посмотрела, как у вас дела в Инстаграме. А я смотрю, по моему мнению, что хорошо, что не очень хорошо, что можно сделать, что улучшить, что там еще что-то. Итак, раз в неделю, в воскресенье или в понедельник я публикую пост, где нужно написать «я» или «хочу», или еще что-то такое, следите внимательно. Сегодня у нас, не помню сколько желающих, 10 публикаций, в смысле 10 этих. Так, сейчас, секундочку. Нет, раз, два, три, четыре, пять желающих, и это отлично. 5 человекам я расскажу, как у них дела в Инстаграме. Это очень полезно, смотрите все, потому что ошибки, по правде, повторяются. Основные ошибки, которые бывают, сейчас я расскажу и повторю в конце эфира еще раз, чтобы вы для себя закрепили. Итак, внимание. Основная ошибка. Кстати, вопросы писать можно. В конце эфира, где-то через часик ориентировочно, может, быстрее закончим сегодня, отвечу, посмотрю все комментарии, отвечу, расскажу вам на все вопросы. В принципе, желательно по аккаунту в Инстаграме задавать по теме эфира, чтобы всем было тоже интересно. Основные ошибки. Итак, первое. Некрасивая аватарка. Мутная, темная. Не вы, например, или еще что-то такое. Все-таки аватарка должна быть красивая, яркая, солнечная, не знаю, потому что то, что мы делаем, а мы делаем с вами тортики, это всегда праздничное, веселое, какое-то, не знаю, чудо настроения, раз. Дальше. В описании не написано, что вы делаете, или не написано, в каком вы городе. Также, проблемы, с описанием. Непонятно, что вы делаете, почем вы делаете, где вы делаете. Город, кстати, очень часто не указывают, это вообще жесть. Да. Дальше. Бывает у нас с вами слишком много левых фотографий. Особенно, кто только начинающий, я понимаю, что вам пока что публиковать нечего, и поэтому у нас лето, речка, шашлыки, не знаю, походы в кино, еще что такое. Там редко где-то торты какие-то встречаются. Все хорошо, но это не будет аккаунт такой продавать. Должно быть больше тортов, меньше всего остального, и желательно, чтобы оно все равно как-то хотя бы было связано с тем, что вы продаете. И еще, наверное, один момент, это под каждой фотографией должно быть описание. Я обычно своим ученикам прям даю шаблончик, что должно быть, но вам расскажу тоже в 2 словах. О том, что там должно быть, это обязательно должно быть описание того, что на фотографии, само собой. Людям интересно, что мы делаем, какой оно размер, вес, что почем, вообще, что было. Соответственно, потом должно быть, что вы делаете, и обязательно призыв к действию, то, что я вообще-то торты на заказ делала, это я делала. Цена такая, и заказывай. Обязательно указываем контакты в каждом сообщении. Исключения бывают, но в каждом сообщении я рекомендую указывать свои контакты, писать, звонить по телефону такому и такому. А также не забывайте про хэштеги. Что такое хэштеги, надеюсь, не надо вам объяснять. Так, солнышки, мы сейчас 2 минуты и начнем. А пока еще два слова о себе и почему есть смысл меня слушать. Меня зовут Ольга Патракова. Я владелица мастерской «Тортики от Одри». Сейчас вам переключу картинку. Посмотрите, пожалуйста, на мой логотип. Посмотрели? Большой баннер, тоже маленький остался, был раньше больше. Я 11 лет владелица мастерской «Тортики от Одри», когда-то я начинала еще дома. С тех пор достаточно серьезно развилась. У меня 2 отделения тортов, это Москва и Люберцы. Соответственно, у меня школа, огромная заочная школа, которая работает по всему миру. У меня много учеников из других стран. Это Новая Зеландия, Германия, Вьетнам у меня девушка. Соответственно, Турция, Дубай. Много народу из других, честно, перечислять. По России все города, наверное, задействованы, какие только возможно. Соответственно, и школа здесь в Москве, студия, это я здесь снимаю, видите, там за спиной у меня всякие подставки, там все такое прочее. Здесь огромный стол, на котором мы работаем. И также у меня отделение в Омске. Завтра, наверное, сегодня, не знаю, выложу расписание омское, они обновили расписание.
То есть огромная компания, огромная, которую я реально сама своими ручками построила. Вот, поэтому есть смысл меня слушать, чтобы добиваться хороших результатов. По правде, мысль достаточно простая. Если вы все делаете правильно, если у вас хорошая, нормальная активность в интернете, у вас должно быть бешеное количество заказов. На своем опыте скажу, что я практически не рекламирую торты, я не пускаю на них рекламу, я о них не рассказываю, ничего не делаю. У меня каждую неделю 5 заказов есть всегда. Вот. Ну хорошо, если вообще все плохо, 3 заказа. Вот. Я не хочу уже делать торт, я наделалась, они все равно идут, и потом у меня очень большой ценник, я продаю торты 3 500 за килограмм. Просто, обычные торты, честно вам скажу, то есть я не скажу, что они там какие-то мега-супер, там, невероятные, подпрыгивают и там, не знаю, танцуют и поют. Не, обычные торты, как у всех, хорошего качества, очень вкусные. Вот. И это к тому, к чему стоит стремиться. Вот мысль-то моя такая. Ладно, поехали посмотрим про тему нашего урока. Так, поехали. Вот, да, видите, мой тортик на крещение. Так, давай с конца начнем. Вот у нас Бебишева хочет разбор. Давайте посмотрим, что у нас у Бебишева есть. Итак, Бебишева. Первое, что мы видим, что человек не прочитал, чем я занимаюсь. Видите? Вот, да. Потому что здесь личный аккаунт, личные фотографии. В принципе, все хорошо. Но что делает аккаунт? Рассказывает о личной жизни красивой девушки, да, которая вот там ребенок, там цветы и так далее. Вот, да, цветы, котик, тикток, продулка, Мария, мама, жена, дважды мама. То есть продает ли что-то Мария? Нет. Будем мы оценивать ее аккаунт как продающий аккаунт, например? Нет. Поэтому Мария, люблю, целую, но, к сожалению, да, пока что обсуждать здесь нечего. Так, дальше. Нечитаемая вот эта вот хрень, чика-манекынок и тортики. Вот, да. Ну, зачем так усложнять людям жизнь? Зачем называться Ковальчук, скорее всего, ЛВ, да? Но это катастрофа, я такой никогда в жизни не прочитаю. Ну, вот. Ковальчук, скорее всего, Ковальчук имеется в виду. Вот, лучше тортики Курган. Так, ну что, во-первых, видно, что человек торты делает. Славьте Господи. Как зовут, непонятно, да, Ковальчук. Как зовут? Неизвестно, как зовут Ковальчук. Обращайтесь, как хотите. Вот. Что мы видим? Видите такие рамочки, да? Это значит, у нас с вами наш Ковальчук, вот, с неизвестным именем, вот. Занимается тем, что оформляет аккаунт, да, старается, фотографии оформляет. Все, в принципе, хорошо, кроме того, что это очень мелко выглядит. Очень-очень мелко выглядит. Вот. Хорошее количество лайков, хорошее количество комментариев. Вот, да, то есть там 300 лайков, 18 комментариев. При 1300 подписчиков это абсолютно точно накрученные лайки и накрученные комментарии. Вот. Понятно? 200 лайков с 1300 подписчиков не бывает. У нас с вами максимум лайкает 10%. Максимум. То есть 130 это максимум должно быть. И скорее всего, лайкает еще меньше. Реальных человек 50, я думаю. Вот. Ну, я надеюсь, что, может, я ошибаюсь, конечно, но, скорее всего, именно так дела. Что мне нравится? Отличная аватарка. Ковальчук, неизвестно, как тебя зовут, ты молодец. Отличная аватарка с тортом, жизнерадостно, контрастном, ну, не особо контрастном фоне, но видно, что торт, видно тебя, ты красивая. Это очень хорошо. Что еще очень хорошо? Что вокруг, видите, ободочек? Это значит или прямые эфиры, или истории где-то здесь есть. Вот, да. Пытается до меня дозвониться сейчас Facebook, потому что, Facebook. Дальше. Смотрим описание. Торты, десерты на заказ Курган превращают любой день в сладкое событие. Вот это лишняя информация для людей. Вообще, и так понятно, что ты делаешь. Вообще лишнее. По правде, нам очень хочется, знаете, какой-то лирики всегда добавить. Делаю ваш праздник сладким. Сладкая фея угостит вас. Тортики с любовью. То есть какой-то девиз нам постоянно хочется добавить. Вообще это не нужно заказчикам. Раз, это не помогает в поиске. Два, это ничего вас не говорит. Три, особенно когда делаю с любовью. Блин, а мы делаем все с говном с каким-то, что ли? Или что? Вот, поэтому вы тратите место вот здесь на ненужную информацию. Какая нужная информация для человека? Что ты, кто ты, почем, где?
Могу я это позволить, не могу я это позволить, особенности какие-то. Есть такое понятие УТП, может быть, есть УТП. Да, какое у нас УТП? Это мы работаем вот в этом районе, и у нас здесь вот по местным доставка бесплатная. Это же круто? Круто. Я выберу тебя, если у тебя доставка бесплатная? Выберу. Вот, да, здесь написано что-нибудь? Не написано. Тут написано «не понравился, верну». Вот, да, и должен догадаться, что вот значок бабосики — это бабосики. Вот, я бы тоже это не писала здесь, но сейчас по тексту обсудим. Я надеюсь, Ковальчук сможет посмотреть нас. Так, название отлично. Торты, десерты на заказ, курган, супер. Дальше. Превращают в любой день сладкое событие, вычеркиваем. Ну, то есть, еще раз. Слушаешь меня, хочешь делаешь, хочешь не делаешь. Да? То есть, я так готовлю крутые десерты. Отлично, делюсь рецептами. Отлично, провожу мастер-классы. Отлично. И я бы написала десерты какие, от какой суммы. То есть торты от стальки-то, это от стальки-то, это от стальки-то. Зачем? Потому что, когда ты пишешь цену, ты сразу отсеиваешь ту категорию людей, которая не может себе этого позволить. А сейчас, когда ты ее не пишешь, ты провоцируешь их на агрессию. Когда человек спрашивает, то есть он посмотрел такой, думает, ну, по 3, наверное, торты-то. По 2000, что там, ну, какие обычные же торты. У нас же люди, ну, как бы, ну, не то, что не разбираются, ну, как бы спокойно к этому относятся. Ну, вот, они как-то так, ну, спокойно. Ну, то есть они думают, что это, ну, как бы, ну, вот, просто, эй, торт! И торт тебе сразу готовый пришел, в холодильнике он лежит, кнопку жмешь, торт выезжает. То есть те, кто не занимаются тортами, даже не представляют, даже не рядом, сколько работы уходит на каждый торт, сколько труда, сколько еще. У меня даже самый простой торт, ну, самый простой, это ладно, это ягоды накидать, но если что, какой-то декор, я сейчас, например, очень сильно стараюсь. Вот, но это, я не знаю, часа 4-5 на декор уходит у меня на торт. Ну, короче, ладно, речь не об этом, а о том, что люди не оценивают реально, да, свою, ну, как сказать, твою работу. Когда не пишешь цену, я там видела у тебя, кстати, прайс, сейчас я еще посмотрю, цену сразу, ее должно быть видно сразу, не надо ее искать. Должен человек понимать ценовую политику, он может себе это позволить или нет. В противном случае разговор звучит таким образом. Здравствуйте, сколько стоит? Ты говоришь, да хрена. Ну, то есть, у тебя крутые торты, да? Ты говоришь, да хрена. Ну, вот, ну, или там цену пишешь, там, хулиард, вот. И человек такой, да ладно, ты торты свои видела? Понимаешь? Или он тебе это в словах пишет, или же он это подумал. Зачем тебе это надо? Зачем вообще нам провоцировать людей? А так ты отсеяла всех, кому это дорого. В принципе, отсеяла и все. Так, ладно, смотрим дальше. Смотрим дальше, что у нас там. Крутые. То есть я бы цены сделала. Я бы не писала гарантия возврата денег. Честно. Хотя, конечно, это как бы хорошая очень гарантия, это реально очень хорошая гарантия. Вот, да. Но я бы не писала, ты как бы провоцируешь людей сразу же, нужно, что не понравился тортик. То есть, понимаешь, не понравился тортик, сразу же ты возвращать что-то собралась. Как так может твой торт не понравиться? Ты вообще допускаешь такую мысль, что ли? Алло, все, я бы тоже вычеркнула это. Гарантии качества. Будут спрашивать, какие гарантии, вот ты тогда уже скажешь. Вот. Дальше. Отлично, что ссылка есть. Прям молодец, умница. Нету местоположения. Вот здесь вот еще бывает. Сделай местоположение еще. Вот. Дальше. Актуальная, с картинками. Умница. Картинки. Молодец. Десерты, отзывы свободные, видимо, в наличии. Отзывы МК, отзывы прайс. Молодец. Здесь все хорошо. Еще бы я сделала, как заказать. Что заказать? Ну, то есть общие правила. Знаешь, типа заказать. Так, конфеты. Цена у нас есть на конфеты. На капкейки. Это трайфлы. Дальше на что? Почему так дорого? Прайс на торты надо нажимать вот сюда. То есть так-то не видно, надо еще нажать, зайти, посмотреть и так далее. Ну, короче, усложнила ты людям задачу, непонятно, сколько у тебя стоит торт, и надо что-то куда-то нажимать, не факт, что все перейдут. Напиши сразу здесь, от стольки-то рублей, все. Вот. Ну, еще раз, я высказываю свое собственное мнение. Понятно? То есть это не значит, что все должны именно так делать. Послушай меня, послушай еще кого-нибудь. Там, опять же, чтобы слушать меня, надо доверять человеку, которого ты слушаешь. И
я же так понимаю, что вот 13 человек, которые меня смотрят в прямом эфире, да, что кто-то из вас меня знает хорошо и доверяет мне, да, то есть мое слово значит для него много, а кто-то наверняка слушает меня первый раз и думает, что вот это там она, что выступает вот эта баба, вот. Баба выступает, потому что реально опыта дохерища, честно. Я учу очень много людей, я сталкиваюсь с очень многим количеством того же Инстаграма, я прям с лету вижу, что не так, честно. Поверьте просто. И опять же, вы можете делать, можете не делать, может, у вас есть свои соображения. Вот, может, вас, там, не знаю, всех в тюрьму сажают за то, что вы цены пишете, не знаю. Вот, так, вообще хорошо. Фотки мне нравятся. Мне вот бледновато немножко все, но мне так кажется, что тебе нравится, да, такое бледненькое. Мне кажется, тебе нравится, но в целом ок. Так, дальше смотрим. Дальше смотрим. Картинка супер, все хорошо. Текст, бла-бла, там я молодец, соскучилась, жду на август то, на это то. И с 19 августа у нас, девочки, не было ни одной публикации. Сейчас 8 сентября. Люди забыли уже, да, забыли. Забыли, и это плохо, это беда, то очень мало публикаций. Да, заказов, я так понимаю, нет. Знакомые, конечно, отписались, это всем отписала, все хорошо. Хэштеги есть. Да, куда заказы писать, не написала. Так, дальше у нас с тобой пережить все заново. Вот. Делать с инвентарем, бынь-дынь-дынь, бынь-бынь-бынь. У всех был запрос «Зачем?». Ты как бы обрабатываешь возражения клиента, только на что возражения? А, наверное, про курсы. Вот, да, про деньги, про курсы я не считала. Итого начать работать потрачено. Молодец, с цифрами. Это хорошо, кстати. Молодец, молодец. Тоже нету хэштегов. Поставь хэштеги хотя бы в этот самый. Не написала нигде. Хотя бы в эти напиши. Потому что история красивая, прикольная. Не знаю, сама пишешь, нет, но интересно читать, да, с цифрами. А тут прикольно-то с цифрами. Потому что людей, по правде, вот это все, знаешь, как бы бабосики, вот. Им прямо интересно. И реально многие думают, я, кстати, догадываюсь, к чему эта история, реально думают, что, ну, как бы, ты что, ты просто на коленке испекла из муки. Я же знаю, сколько мука стоит с яйцами. Что ты там деньги такие ты гребешь лопатой? В ванну у меня была подружка, которая такая, ну, как бы подружка. Ну, что ты в ванну, наверное, бабосы-то складываешь? Уже в ванну класть-то некуда. Ну, вот здесь, наверное, такое же. Потому что, да, расход на начало бизнеса достаточно серьезный. Короче, хэштеги сюда поставь. Пусть читают, да, начинающие все. Вот. И еще все-таки к чему? Да, делайте то, что, ну, короче, мне вот пока мысль непонятна, длинная история, и то есть должно быть впечатление. Расскажу, как я начинала, какие мысли меня, ты поняла, что какого-то объяснения такого мне не хватило, но в целом хорошо. И тоже у нас с тобой когда, 17-го, что ты с августа все не работаешь в отпуске? Вот. Вообще хороший аккаунт, мне нравится. Мне он бледный слишком, я люблю поярче. Все хорошо, видно, что человек работает. Рамки, кстати, я не люблю, и так фотки маленькие, так еще меньше делается. Вот. Притом сейчас модно такое, потом будет другое. Но в целом смотрится хорошо, да, активненько. Видно, что все такое рабочее. Где-то проходила ты курсы уже по Инстаграму. Ну, то, что вот я бы доделала, я тебе показала. Так, идем дальше. Так это хороший аккаунт, и даже смотреть, да, неинтересно. Все так хорошо. Давайте найдем кого-нибудь, у кого не все так хорошо. Калина Кейк 31. Давай, солнце мое. Калина Кейк. Что у нас в Калина Кейк? Торты на заказ Белгород. Калининский кондитерский дом. Еху. Солнечные такие яркие. Вот тоже пробовали, видите, сделать оформление с таким же каким-то поносно-розовым. Да плохо смотрится этот розовый. Буквы еще переливаются, ужасно. Вот. То есть раньше все так пытались оформлять, да? Передумали, короче, стали делать просто фотки. Ой, ну в смысле, надоело, короче. Надоело делать, да, или что? Вот мне фон нравится, вот этот темный коричневый, очень хорошо смотрится. Так, ладно, поехали сначала. Мелкий логотип. Мельче мелкого, что продается непонятно. Я вижу рябину, я бы подумала, что это, наверное, ну, кондитерская фабрика, ну, конфетки делает. Видите? Я бы все-таки делала сюда человека. Торты на заказ, цены от производителя, партнер такой-то, ни ссылок на сайт, если уж на заказ, собственное производство. Вот. То есть это частный мастер, кондитерская фабрика, что это, непонятно. Вот эту палку убрать надо, которая, видишь, Белгород, перед Белгородом, иначе не ищется, надо без этой палки. Торты на заказ, десерты, слойка, производство, цены от производителя, запрашивайте прайс по телефону, пишите туда, директ у тебя написано,
а ссылка вот сюда нет. Чтобы вот такой телефон, да, взять, ну то есть это я должна переписать на бумажку сначала, он же не копируется отсюда. Понимаете? То есть такой телефон, это я должна переписать на бумажку, потом вбить в себе, выйти отсюда, вбить себе его в телефон, вот, и только после этого позвонить. Сделайте сразу в WhatsApp ссылку, как у предыдущего, соответственно, кого я смотрела, человека. Вот. Сделайте ссылку на WhatsApp, у вас намного будет проще. И у меня нет доверия к тому, что это люди вообще как бы, ну, молодцы, потому что сайта нет, партнер какой-то, вот, Калина Мак. Что за партнер? Зачем ты его здесь вообще пишешь? Непонятно. Куда писать? Где брать цены от производителя? Какие цены? Ну, то есть, короче, все какая-то мутятня. Как-то все очень, очень недостоверно. У меня такое ощущение, что непонятно, где в гараже работают, да, цены типа от производителя, ничего нет, ни фотографий, никто это делает, ни как это делает, да, ни одной фотографии же, да, с производства нет. По-любому в гараже. Вот. И, соответственно, что хотят, непонятно. Ладно, поехали. Придираюсь, как всегда. Дальше. Здесь все, в принципе, хорошо. Отзывы, разная связь. Наконец-то, как что-то написано про связь. Ну-ка, что связь? Позвонить, тоже надо переписывать себе. Переписывать себе, оказывается, надо. Чтобы сделать заказ, нужно. Господи, боже ж мой, как все долго. Вот, наконец-то написали что-то. А сюда вот что, сложно было? Подожди, мне не выключается. А сюда сложно было адрес написать свой? Сразу, то есть есть это. Я не должна сказать, что связь, догадаться, что здесь адрес есть и так далее. Сюда адрес надо написать. Заполните нормально, здесь есть много чего работать. Рецепты прайс, кстати, вот он у нас, да. Что прайс? Анимированные картинки ненавижу. Очень мелкий прайс. Вам видно цифры? Мне нет. Еще хуже. Это вообще катастрофа. Да беда, да вы что, я даже смотреть не буду, глаза ломать. Вы что, с ума сошли, что ли? Вот. У всех людей с деньгами уже давным-давно дальнозоркость. Вы понимаете, а вы им тут такую мелкоту пишете. Вы чего? Вот. Ладно, прайс переделать. Крупными буквами, большими. А еще лучше запрашивайте прайс в личку, пишите туда-то или скачать прайс и ссылка, если работаете на большие фирмы. Так, ладно, хватит ворчать. Что у нас тут по публикациям? Вообще, я так скажу, давайте, мне нравится сейчас, давайте, вот вдруг вы будете смотреть все-таки то, что я тут рассказываю, вот на этом фоне мне нравятся фотки, мне нравится трава, вот у вас тут в горшке растет, деревянный ящик, вот этот, и темный, вот это что, стол, табуретка, ну что там, не знаю, лавка, офигенно смотрится, очень хорошо, вот все на нем надо фоткать, с чаями, вот это хорошо, вот такое слишком бледное тухляча. Тухляшку нам не надо эту. Так, поехали по текстам. А вы замечали щемящую пустоту в холодильнике на месте доеденного торта? Вот. Хэштегов нет вообще. Это не хэштег, это так. Для заказа дынь-дынь-дынь-дынь-дынь. Ну вот так вот, кстати, более-менее молодцы. Только не для заказа, а заказывайте. Или приходите, ждем. Ну то есть что-то как-то так. Ну хотя для заказа тоже нормально. Вот, да. Хэштеги надо доделать. Хэштегов мало, хэштегов должно быть штук 10, и они должны быть не ваши личные, а общие. Человек, если не знает, что вы Калина. Так, что-то у нас доброе утро. Продолжаем рассказывать про ассортимент, происхождение. Вообще, по правде, никому не интересно. Вот цена молодец, да, ну или там молодцы, не знаю, может там беда. Вот беда с хэштегами, прям беда. Беда с хэштегами. Я бы вам, конечно, курс свой посоветовала пройти, но вам ради хэштегов только смысла, наверное, нет. Вот. Беда, Калина, да, с хэштегами прям беда, ужасно. Ужасно, похоже, тоже какое-то слишком большое количество комментариев, 20, 15, 42. Я так думаю, что это тоже накрученные комментарии. Не буду врать, 700 подписчиков, 200 лайков, да, накрученные лайки, комментарии. Скорее всего, в лайктаймах каких-то участвуете, да. Вот, или какой-нибудь там гиф, ну вот было 13 у нас, 13, а 50, и тут сразу у нас, мать вашу, 200, да, ну, или рекламу вы даете как вариант, да, то есть, в принципе, это возможно. Но вот тут, даже 3 написали хэштега, мать вашу за ногу, наконец-то разродились, должно быть 10 разных притом, в зависимости от того, торты, пирожные или еще что-то. Наняли, походу, какого-то нового менеджера вы, да, по рекламе. Вот. Ну, хочу ему сказать, молодец, стало лучше, но работать еще много. Напрягает меня 160 лайков на 700 подписчиков. Единственный вариант, вы рекламу даете, как вариант. Но тоже многовато комментариев, притом все хотят сразу заказать. Ну, блин, ну, честно, прям вот здесь вот хочу попробовать. Да нет, ну, это лайктайм, точно. Как вкусно, такая вкусняшка. Да, это точно, абсолютно
Друг другу люди пишут комментарии. Но в целом как бы хорошо. Из того, что прям вот здесь подправить, прям нет доверия, раз. Фотку поставить, про производство рассказывать, потому что у меня ощущение гаража. Ну, то есть, ну, как бы еще раз, по общему ощущению, что все скрываете личности-то. Значит, что, стесняетесь? Вот, да, фотки все-таки вот такие, солнечные мне нравятся, но на белом фоне меньше нравятся, деревянные фоны, вот светлые, да, есть, и темные, мне и те нравятся, хорошо, вот ящик отличный. Вот, по текстам тоже супер, хэштегов надо 10 штук, ну как-нибудь уж, да, разродитесь на 10 штук. Ладно, поехали дальше. Что у нас тут еще? Вообще молодцы, как бы, что вот я тоже обсиралочка, блин. Вот, вообще как бы молодцы. Понимаете? Вообще молодцы, молодцы. Кто-то там подключается, пишет, что don't understand. Ну, что же делать? Сорян, товарищи, сорян. Вопросы писать можно? Я сейчас включу зарядку, то что мне мигает, что зарядка заканчивается. Единственное, что вот посмотрите на мой глаз пока. Да, единственное, что, ну вот чуть попозже отвечу, сейчас всех посмотрю, там желающих немного в этот раз. А почему немного? Что не делала рассылку я. Вот, да. Кстати, о своей рассылке вот это я рассказываю в курсе по Инстаграму. У меня есть большущий курс по Инстаграму, 24 урока. Те, кто смотрит мои разборы постоянно, я на нем на каждом разборе рассказываю. Вот. Это курс я записывала весной для нескольких своих учеников, у которых прям вот проблемы с Инстаграмом, прям сложности, то есть какая ссылка, Оля, о чем ты, я кнопки не знаю, куда что нажимать, вообще ничего не слушается. Я для них записала курс с нуля, инстатормоз называется, с нуля и до прям раскрутки, вот, прям с самого начала до самого конца. И там прям реально, вот смотрите, какие кнопки, что значит, как делать вот это, как печатать вот здесь, куда нажимать потом и так далее. Как брать там, не знаю, пользователей, где берем мы подписчиков, какие они должны быть, где их брать законно, где не очень законно. Как привлекать постоянно подписчиков, которые тебе нужны, зачем они нужны, эти подписчики, нужно ли делать там всякие накрутки себе и так далее, и так далее. Работают ли вот эти вот лайк-таймы, работают ли они. Потом там про контент, например, да, то есть там есть неделя вступительная вообще для тормозов, потом неделя про пользователей, там целых 6 уроков про пользователей, где их брать, подписчиков, какие, как, чего, как с ними там делать, с ними, как общаться. Потом у нас есть там, соответственно, 6 уроков по контенту, как текст писать, какой текст писать, про хэштеги, про фотографии, обработка фотографий, какие фотографии лучше выбирать. Вот, да, и, соответственно, 6 занятий про раскрутку, про рекламу, как давать рекламу, где, какими сервисами я пользуюсь, вот эту рассылку про это я рассказываю, как я там накручиваю, что, куда, как, там, соответственно, тоже плюс-минус, какие методы, как делать официальную рекламу, тоже показываю, официальная реклама, что же бывает, вот, как она работает. При этом, ну, как бы все реально очень простым языком. Сейчас я покажу вам, что ли, как это выглядит. Да, единственное, что для этого нужно обязательно иметь профиль ВКонтакте. Я сейчас открою, покажу. Профиль ВКонтакте, потому что мне надо добавить, вот, марафон Инстатормоз, видите? Мне вас надо добавить в группу вот в эту закрытую. И здесь, соответственно, вот прям уроки, вот, про регулярность, напоминание, что делать, наличие нескольких аккаунтов, тестирование новых сервисов. Соответственно, здесь вот сотрудничество, какие сотрудничества, рандомайзер, гивы, как устраивать, марафоны, рекомендации, про налоговый процесс, про оформление, вот, да, и так далее. Здесь вон делегирование обязанностей, техника воровства клиента, акции, связанные действия с ее запуском, ресурсы, методы продвижения. И вот так вот это с конца мы смотрим. И так вот 24 урока про все. Вот. Это разбор визуала, задание 15. Ну и так далее, да. Ну то есть прям огромный курс. Стоит он сейчас всего 1000 рублей. Когда-то он стоил там, по-моему, почти 4 с чем-то. Сейчас всего 1000 рублей он стоит. Кому надо, пишите мне в личку. Пишите «Хочу, Оля, курс по Инстаграму». Вот. Потому что он очень полезный, уроки очень доступны всем абсолютно. Спокойно вы сегодня-завтра сядете, пересмотрите, там по полчаса они примерно. Сегодня-завтра пересмотрите, и у вас уже с завтрашнего дня начнут прибавляться и клиенты начнут прибавляться, и все. И вы найдете ошибку, что вы делаете не так. Это абсолютно точно. Так, ладно, поехали. Кто у нас там еще? Так, Ковальчук, Калина, Ирина, тортики вот у нас есть. Ирина, тортики, торты на заказ, Иркутск.
Создаю эксклюзивные торты по заказу, эскизу заказчика на свой вкус. Молодец. Использую натуральные продукты. Ну, все как бы используют натуральные продукты. Творю с любовью для вас в WhatsApp. Молодец за ссылку. Что здесь я вижу? Видишь, у тебя сливается все. Тебе надо разбить на строчечки на красивые, чтобы оно было немножко попроще. Вот, да, Ирина уже как бы у меня была на разборе, торты мне очень нравятся, очень красивые, единственное, что они темноваты, мне кажется, света не хватает, них чуть-чуть я бы их высветляла немножко, вот, или лампой бы подсвечивала сразу при фотографии, а торты очень красивые. Отзыв, заказ, смотрите, мужик какой-то с этим, с тортом, прям круть, да, и фотка такая крутая, молодец, вот. Так, ну что, здесь стало лучше, это прибирай. Фотка, ну блин, все какая-то здесь, не знаю, зомби. Вот. Как бы ты красивая, но здесь зомби. Ладно, отзывы, начинки, сертификаты на заказ. Цен не хватает мне еще. Цены. Цены, надо цены писать. Реально легче. Лайки. Ну, понятно, где ты их берешь. Я знаю, где ты берешь теперь лайки. Многовато лайков собираешь. Чуть поменьше надо. Вот, да, и, соответственно, комментариев тоже, на мой взгляд, многовато, но смотри сама. Вот. Так, здесь еще добрый всех день. У тебя вообще что-то с этим, с форматированием проблемы видно, да, как одним большим таким куском. Вот. Спроси меня в личку, как сделать, потому что я на телефоне могу только показать, как сделать, чтобы оно красиво все рассортировалось замечательно. Я знаю в Телеграме бот, который красивый делает текст. Вот, я тебе скину, как он называется, не знаю, там, как это получится, не получится у тебя, но будет хорошо. Торты очень красивые, молодец. Красивые торты. По тексту тоже стало лучше. Тебе надо еще научиться это все как-то вот рассортировывать чуть-чуть поправильнее. Молодец, все хорошо. Поставь еще где-то местоположение, город хотя бы. Здесь хорошо все. Так, сейчас я покажу вам просто про это форматирование, что я вам имеется в виду. Вот, видите, паузы с новой строки, пробелы, полосочка, значочки, оно все так вот как бы, да, так вот, как сказать, блоками такими рассортировано, и тогда вот оно нормально. Вот у меня, смотрите, 300 это реклама стоит, да, рассылка была вот на этот курс, 300, вот не было 122, не было 92, из 7000 подписчиков, это вот реальные лайки, понимаете, да? Ну, это вот со временем просто побольше накопилось. Ну, все, ну, больше-то и не будет. Вот 200, 100, 200. 7000. Когда у тебя 500 и у тебя 500 лайков, ну, это явно что-то не совсем искренне, скажем так. Так, дальше у нас поехали Калина, Ирина, да. Майя, батька. Майи, все хорошо, я ее видела. Да, извиняюсь, мне тут пытаются дозвониться с Фейсбука, придурки. Вот. Просто у меня Facebook открыт на компьютере, они думают, что это, ну, как бы я готова к сотрудничеству. Так, что у нас здесь? Все хорошо, ты молодец, истории мне не хватает или прямого эфира. Вот. Ну, вообще фамилию не обязательно. Торты Москва, Некрасовка, там домашние торты к 100-му дню тоже не обязательно, медовик с историей тоже не обязательно. Но это как бы, знаешь, такие, как сказать-то, вот тоже как бы ты девизы какие-то пытаешься придумывать, а здесь они не нужны. Ты здесь же не рекламу даешь, здесь просто как бы сухая информация о том, что ты делаешь. Мне здесь цен не хватает, мне лично. Мне не хватает, куда писать. Здесь ни одна надоело. Солнышки, он не даст этого самого. Сейчас мы его заблокируем просто в Фейсбуке. У них бывают арабы, они когда знакомятся там с кем-то, в этом, ну, короче, арабы в Фейсбуке, они как бы такие, как бы, ну, это как, короче, как в Одноклассниках у нас. Слышишь, красавица, да, давай познакомимся. Вот, кто там мне звонит-то? Юмен, вот этот мне звонит. Как мне надо его как-то заблокировать. Смотреть. Профиль мне его надо. И сейчас я заблокирую прям, потому что это капец просто какой-то. Так, вот этого надо заблокировать. А отсюда нет блокировать, что ли? Ё-моё, отсюда есть заблокировать? Заблокировать. Подтвердить. Ну, потому что это ненормально просто. 18 звонков подряд. Вот. А все почему? Да потому что
Они думают, что, ну, как бы красиво. Они просто по аватарке смотрят и думают, что я, конечно, видео вызов сразу пускают. Чего бы нет-то, я же как бы всегда же с ним пообщаюсь, притом подряд несколько. У меня был один, который непрерывный, я не могла даже сбросить звонок, чтобы его заблокировать. Вот. Сейчас я научилась с компьютера блокировать, с телефона, если надо общаться. Короче, ладно, поехали. Про Майю. Home Cakes. Фотка супер, все хорошо. Здесь не хватает, еще раз, контактов не хватает. Понятно, да? То есть должно быть какой-то контакт. Пишите, куда заказать, куда ты на заказ вообще делаешь. Где слово на заказ? Заказ, закажите. А вот есть при заказе торта. Ну, короче, мало мне здесь, да? Не хватает мне геопозиции, куда ссылка, чего куда, где что посмотреть. Ну, короче, вот здесь вот маловато. Потом чего? История, прямой эфир, рецепты, прайс, отзывы, мед, обучение, красота, пусть будет. Прайс есть, это самое главное. Вот, да, еще отзывы, а отзывы есть тоже. Как заказать есть, как заказать нету. Дальше поехали на самый этот. Мне очень нравится вот такая гамма цветовая, желто-красная. Честно, я тоже стараюсь в желто-красной гамме, но у меня темнее все. Прям очень хорошо, прям красивенькая. Ты красивая, показываешь, что это ты делаешь. Прям очень и так. Они вообще что ли? Папоньки, я буду сворачивать прямой эфир, потому что они потому что заблокировать, подтвердить. Что они просто оборвали. Но это вот включенный Facebook у меня, к сожалению, включенный Facebook я оставила. Ну вот, он мне нужен, чтобы был включен, но там просто жопа. Вот. Короче, так, Майя, договариваю про тебя. Надеюсь, что нам больше никто не прервет. Все вроде бы придурки уже отвяли. Вот. Итак, смотрим. Соответственно, фотки мне очень нравятся, мне цветовая гамма такая нравится, очень красиво, все хорошо, замечательно, себя показываешь, молодец, доверие отличное, видео есть, фото есть, все хорошо, с днем рождения есть. Посмотрим теперь, что у нас с тобой в фотографиях, что там написано. Вот, доброе утро, понедельника, думаю провести конкурс, отлично, конкурс там на это самое, реагирует, молодец. Дальше поехали. Доброе утро. Еще не успели сделать заказ. Считается, что лучше всегда писать в положительном ключе. Ну что, успели сделать заказ? Торопитесь. Запись плотная, успеть, то-то, то-то, в оформлении туда-то. Жду вас заказов. Куда писать? Написала в директ. А что, телефон-то не палишь, да? Мало. Нету Некрасовки вообще, хотя я так понимаю, что ты в Некрасовке живешь, Малаховке даже, да? Нету, должна быть и Малаховка, и Некрасовка. Нету у тебя ее, плохо. 10 должно быть минимум, из них половина должна быть связана с местоположением, а половина должна быть связана с тем, что ты делаешь. У тебя мало. Местоположение мало, тебе сложно найти. Видно, видео немножко такое мутное. Это у тебя с экраном что-то было мутный, в смысле, штучка вот эта мутная. Все хорошо. Вот, да, в принципе, все прям такое нежное, замечательное. Вот, да. Всем желаю отличного настроения, успеха, пусть будет осень. Ну, это типа поздравляша такая у тебя. И все равно дописывай, да. Кто еще на сентябрь принимаю заказы, телефон и хэштеги. Все равно дописывай. Не часто делаешь публикации 7 дней, и чтобы у тебя в каждой публикации было. Почему мы делаем не в каждой? Вернее, делаем в каждой. Вот, цены написала, славьте Господи. Вот. Почему мы делаем в каждой? Да потому что мы видим с вами ленту. Мы видим ленту из чужих тортов. Да, ленту. Я же не вижу вас аккаунт. Я вот должна ленту, я сразу должна увидеть, что ты делаешь. Смотрю торт, я сразу должна увидеть, что ты делаешь, заказ, не заказ. И потом только, может быть, я нажму, перейду в аккаунт и так далее, и так далее. Посмотрю, что, как, куда. Иванова, вот Ирина делает в Иваново. Грустные вот эти штучки у нее. Здесь пробел надо между каждой штукой. Вот. Да, а тут красиво все, молодец, очень красиво. Светлая, радостная, тоже фотосессии, смотри какие, да, прям крутые, прям умница. Но это как бы не к тому. Итак, дорогие мои,
Осталось 15 минут. Давайте поотвечаю на вопросы, если вопросы есть. В принципе, мы всех посмотрели уже. Следующий разбор, следственно, у нас всегда в понедельник или в воскресенье. Я всегда публикую пост. Когда-то его делаю в рассылку, когда-то не делаю. Поэтому проверяйте самостоятельно. Но я всегда накануне делаю в воскресенье рассылку какой-нибудь другой фигни. То есть, как только вам прилетело от меня сообщение, то есть, скорее всего, где-то там у меня и разбор рядышком уже где-то опубликован. Можно оставлять свои заявки туда. Основные какие моменты. Вот, да, у нас с вами количество заказов и вообще как бы актуальность профиля зависит от нескольких моментов. Первое, должно быть красиво. Должно быть прям красиво такое все, знаете, как бы фотки красивые, ты красивый, должно быть понятно все, по тексту понятно, кто я, что я, делаю торты, учу делать торты, что почем, хотя бы ориентировочно где, куда и так далее, и так далее. Вот, должно быть понятно, как связываться, то есть писать туда, звонить туда, со стальки-то до стальки-то, внимание, там, за 3 дня писать, за 2 дня не писать, ну там какие-то свои условия и так далее, и так далее. Только что рассказала, что смотрю страницы по заявкам, которые оставляем в моем аккаунте. Раз в неделю вы уже только на следующий раз попадаете. И этот следующий раз у нас будет в следующий вторник. И оставить заявку надо в воскресенье или в понедельник под специальным постом. Потому что отсюда я не могу посмотреть. Понятно, искать вас сейчас я тоже не буду. Вот. Это для этого делается. Или зачем вы думаете, я рассказываю бесплатно вам о том, какие у вас аккаунты? Для того, чтобы, первое, вы немножко как бы заходили ко мне на страничку, раз, чтобы следили за моими публикациями, два, чтобы отмечались там, соответственно, конечно же, 3, вот, да, чтобы в целом подтвердить свою какую-то компетентность, 4, да, свой профессионализм, помочь вам в этом, конечно же, но вы тоже выполняете мои условия, потому что как бы все бесплатно, но есть условия, да, условия. Вы же понимаете, чем вы платите взамен своим вниманием, временем и так далее, и так далее. Ладно, уважайте других, так скажем, пользователей, кто не поленился, посмотрел, записался и получил, соответственно, разбор. Вот. Итак, еще раз, должно быть красиво внутри, вас должно было возможно, должно быть найти, вас должно быть возможно. И, конечно же, плюс к этому должны быть активные действия по привлечению подписчиков. Потому что просто так, если ты такой красивый сидишь дома, все супер, то те, кто хотят найти, кто хочет тебя найти, он тебя найдет. Да, он зайдет, увидит, будет стучаться в каждый дом, дошел до тебя такой классный, такой: о, красавица, привет. Вот. А те, кто, соответственно, не хотят тебя найти, или они не знают, что ты есть, они ждут активных действий. Активные действия — это самое сложное, это самое, наверное, редкое, что делается. Если вы научитесь это делать, у вас будет бешеное количество заказов. Но, да, делать это надо каждый день, и это самое важное. Об этом я рассказываю в том самом курсе, который выложен у меня ВКонтакте, как конкретно привлекать подписчиков активными действиями. Что надо делать активно, что вы должны делать каждый день, чтобы привлекать не просто подписчиков, а возможных клиентов. Просто подписчики нам нафиг не нужны с вами. Нам нужны именно возможные клиенты. Как их искать, где их брать. Вот, да. И это важный момент. То есть, если вы не делаете активных действий, у вас тоже все хорошо. Вы, еще раз, вас находят все, кто ищет. Но кто не знает, что есть тортики от Одри, например, да, и что у нас кондитерские курсы, они понятия не имеют, да, что я есть, например, да, они меня не найдут никогда, может быть, случайно где-то что-то как-то, вот, но именно потому, что я знаю, что можно делать в Инстаграме с самого начала. Я начала вести Инстаграм, это у меня 3-й аккаунт уже. Вот, да, как только появился Инстаграм, как только он появился, у меня бизнес больше лет, чем Инстаграму в России, вот, соответственно, все моментики, именно поэтому у меня бешеное количество заказов, что на торты, что на курсы, на все такое прочее, вот, сейчас также для всех, давайте минутка рекламы, да, открылась я запись на октябрьские курсы в Москве, это Большой Октябрьский с 5 по 15 число, с госдипломом, 10 дней в Москве с утра до ночи, пашем, с нуля до свадебного большого торта и антигравитация, сладкий стол. Вот, да. И курс по вечерам, октябрь, ноябрь, декабрь, соответственно, с начала октября до середины декабря, получается, где-то там ориентировочно, 3 раза в неделю, вторник, четверг, пятница с 7 до 9. Здесь на Рязанском проспекте, метро Стахановская. Мы рядом с метро, мы прямо рядом с метро.
находимся, да, по вечерам. Программа практически та же самая, чуть-чуть поменьше, поэтому оно дешевле получается. Большой курс в Москве стоит со скидкой 48 тысяч с 5 по 15 октября. Трехмесячный курс вечерний стоит 33 тысячи. Вот, запись на него есть, места еще есть. И, что самое важное, на этих и тот, и другой курс заканчивают с корочкой государственного образца. Сейчас вам бланки покажу, ну вы видели, наверное. Вот, с корочкой государственного образца, вот оно удостоверение, и вот там бланки у меня номерные приходят. Ну, то есть мы заказываем на госзнаке прямо, вот, бланки номерные. Так, я собираю, печати ставлю, потом заношу в общий реестр и отправляю данные в Министерство образования. Вот, то есть вы на этих курсах еще получаете полностью документ, с которым можно идти дальше, получать высшее образование, например, если вам захочется, можно устраиваться спокойно на работу. Этот документ, соответственно, за рубежом девочки у меня, кто уезжает, открываются, там получают там лицензию. Этот документ кодируется в лицензии. Вот, в прошлом году ко мне приезжала с Сахалина, да, Федосеева Наташа. Мы заключали договор с Департаментом образования Сахалинской области на повышение квалификации, переквалификацию кондитера с 4 на 6 разряд. Вот, заключали договор, то есть мы работаем официально, у нас государственная лицензия. Вот, поэтому для Департамента образования Сахалинской области тоже все отлично, Оля с ложкой. Вот. Кто есть ВКонтакте, вы знаете, что там волшебная акция идет. Кто нет ВКонтакте, не знает. Вот, там волшебная акция, и там будет у нас супер-супер-супер, там такая игра клевейшая открылась. Ладно, солнышки мои, люблю, целую. Все вопросы, которые возникли, пишите ко мне, пожалуйста, в директ, да, в телефон. Ссылки на все есть у меня наверху страницы, там, где такие синенькие буковки, на них пальчиком нажимаете и смотрите, что там всякие подарки, бесплатные рецепты, бесплатные курсики, все есть, и это супер. Люблю вас, целую, все с вами Патракова, следующий разбор у нас через неделю во вторник в 5. Все, пока. Ну и что, будет закрываться там у меня?